Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Строили мы, строили и, наконец, построили. Ура! А мы шили, пошивали и добра. Да, в мусорной корзинке накопились обрезки хлопковой ткани. Добра! А это самый лучший наполнитель для подставок под горячее. Хлопок термостойкий, не будет гореть и плавиться. Для начала все обрезки надо измельчить, чтобы получилась равномерная масса. Вот этого количества нам хватит на 2 заготовки. В качестве основы возьмем кусок марли. Уложим на нее текстильный мусор равномерным слоем и подогнем края. Знаете, девочки, такие заготовки можно нашивать сразу, по мере накопления обрезков. А в случае необходимости их легко взять и использовать в качестве наполнителя. Следующий очень важный шаг – хорошенько пропарить, проутюжить наши заготовки. И, конечно, все надо закрепить, прошить, простегать на швейной машинке. Сначала пройдемся по периметру, потом по диагоналям и сделаем еще несколько швов по всей поверхности. Девочки, вы знаете, что я всегда ищу что-нибудь интересное и познавательное и делюсь с вами своими находками. А теперь смотрите, оказывается, я умею рисовать. Да, это мои рисунки. Цветные карандаши не брала в руки с детства. Но еще когда детям портфели в школу на 1 сентября собирала. А сейчас записалась на марафон по обучению рисованию в школе Арт-Матита. На 1 уроке у меня получился очень милый котенок. На 2 занятии рисовала портрет девушки. На 3 портрет мужчины. А сейчас учусь работать с цветными карандашами. В онлайн-уроке опытный преподаватель рисует, тщательно объясняет каждый шаг, каждый штришок. Нам остается только повторять. А в конце занятия, к полному моему изумлению и восторгу, передо мной оказался милый живой котенок. В школе рисования Арт-Матита опытные преподаватели с большим стажем работы. Вы же понимаете, что можно быть хорошим художником, но уметь понятно и доступно научить рисовать других людей – это особый талант. Основатель школы Арт-Матита Егор Матита. Он автор книги «Портреты карандашом. Техники достижения фотореализма». Мне очень понравилось рисовать. Это успокаивает, приводит мысли в порядок, заставляет собой гордиться. Показала свои рисунки знакомым. Никто не верил, что это нарисовала я. Это настоящая арт-терапия. В описании под видео есть ссылка. По ней можно получить бесплатно 4 урока и курс по рисованию «Рисуем глаза животных». Сегодня подставки под горячее, прихватки, сошьем самым простым способом. От старых джинсов остались прекрасные карманы. Замечательно, что вокруг карманов есть ткань с запасом. А если бы не хватило, то добавили бы по краям какой-нибудь тканью компаньоном. Сэндвич готовим из ткани для обратной стороны, нашей мусорно-марлевой заготовки и джинсового верха. Для начала прошьем по всей поверхности прихватки, по периметру и сделаем строчку вокруг карманов.
Все проутюжим, отрежем лишнюю ткань и приготовим косую бейку с шириной 4 сантиметра. Как определить, какая нам нужна бейка, прямая или косая? У наших подставок закругленные края. Их обрабатывают именно косой бейкой, полоской ткани, выкроенной под углом 45 градусов. Как обшивать бейкой, я уже не раз показывала в своих видео. В закругленных углах старайтесь мягко и свободно выкладывать изогнутую линию. Прошили по лицевой части, бейку отгибаем на другую сторону. Дважды подгибаем и прошиваем. Шьем по лицевой стороне, строчку прокладываем в шов. Она потом закроется наплывающей тканью, и ее не будет видно. Если вам надо, то пришейте петельку. Готовы наши красивые подставки под горячее. На них можно спокойно ставить горячую кастрюлю. Или просто кружку с чаем или кофе. Или использовать их как прихватки. Руки надо беречь. Вы уже заметили, что не первый раз шью прихватки-подставки. Но они у меня очень быстро уходят на подарки. Сапожник без сапог. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ищите меня на Бусти. Там сейчас самые лучшие мастер-классы в хорошем качестве и без рекламы. Присоединяйтесь к моим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Жду вас всех на платформе Дзен. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!